Здравствуйте, я Юля Сайфан, художница. Продолжаю формат вопрос-ответ. Здесь я делюсь своими мыслями, отвечаю на вопросы, зачитываю комментарии, делюсь своим опытом творческой жизни. Мне оставили комментарий под моим видео с пленэрными работами, и меня немножко передернуло, но потом я собралась, ответила на комментарий. Итак, 30 лет назад преподаватель художки сказал мне, что я не могу стать художником, так как мне не хватает фантазии придумывать самой идеи для рисования. Это меня остановило, перестала стремиться. Я родительница последние 17 лет и художница гораздо больше времени. А еще я просто человек, который понимает, что не каждый взрослый, работающий с детьми, на своем месте. Если говорить о том, что конкретно написано в этом комментарии о фантазии, я не помню, чтобы в художественной школе были какие-то большие композиционные решения, которые бы мы делали. Я помню моменты, когда я сидела, рисовала одно лицо на большом листе, но у меня никак не получалось, и все вокруг было белым и нетронутым. То есть в возрасте 10 лет у меня не было малейшего представления, с чего начинать композиционную работу. В художественную школу я ходила для общения. В обычной школе у меня не было общения. Я боялась детей в обычной школе. Здесь были мои друзья. А еще был чудесный учитель Станислав Александрович. Он читал нам сказки на уроках композиции, и мы к этим сказкам рисовали иллюстрации. У всех без исключения были интересные работы, потому что мы не думали, что нам нарисовать. Мы представляли себе прочитанное им и пытались это как-то придумать на листе. В тот день, когда я рисовала маленькое лицо на большом листе, где-то посередине, учитель не раз проходил мимо меня и так просто смотрел и уходил. Так прошло, может быть, 2 или 3 занятия, и он спросил вообще, что ты собираешься рисовать? На что я сказала Маугли, и вот я застряла, и я не знаю, как нарисовать человека, на что он сказал «вставай». Сел вместо меня, нарисовал такого Маугли в профиль с дубинкой на плече, сзади шел волк, после чего я села на свое место, взяла акварель и как разукрашку разукрасила все это дело. Не было ни одного слова недовольства, хотя я его ждала, и поэтому запомнила очень хорошо этот случай. Считаю, что самое главное качество у учителя – это терпение. Дать ученику ровно столько времени, сколько нужно именно этому ученику на выполнение задания. Объяснять одно и то же разными способами. Есть такие художники, которые на полном серьезе рассуждают, кому быть, а кому не быть. И я очень рада тому, что они не учителя. Раз я начала сегодня тему преподавания рисования, хочу вам показать следующий комментарий. Я самообразовываюсь, 3 года как ищу в интернете все необходимые знания и рисую. Вы, Юлия, один из моих учителей.
За несколько лет ведения соцсетей время от времени я получаю такие комплименты, что я чей-то учитель. Должна с вами на эту тему поговорить. Преподавание живописи — это неразрывное взаимодействие учителя и ученика. Зачем нужно непосредственное участие в процессе формирования знаний у ученика, зачем нужен учитель? Образование, как любой вид деятельности, требует отдачи и упорства. В процессе обучения возникает миллион вопросов, на которые отвечает учитель, заполняя эту нишу вот этого вакуума, когда есть вопросы, некому ответить. Рано или поздно, как бы легко и просто не рисовалось, наступит откат, шаг назад. И задача учителя — сделать вместе с учеником 2 шага вперед. То есть вернуть его на тот уровень энергии, с которой он начинал и продолжал, и вместе с ним выйти на новый уровень. И это возможно только в понимании друг друга. Учитель понимает, что нужно ученику, а ученик задает вопросы и получает ответы. Пройдя многолетнее обучение, художники учатся находить ответы на свои вопросы самостоятельно. Откат назад может послужить причиной того, что человек бросит то, чем занимался, даже если в это вложено много лет. Еще хочу сказать о критике. Еще раз о связке учитель-ученик. Есть доверие взаимное, которое позволяет ученику делать новые шаги. Новые, неизвестные, страшные шаги. И это возможно, на мой взгляд, только через кредит доверия. По этой причине я считаю, что проходящие мимо люди не имеют никакого права критиковать вашу работу. Даже если они видят миллион косяков, кто дает им право ругаться ваше творческое спокойствие? Что если критика запрошена? Считаю это опасным, потому что критикующий, каким бы прекрасным другом он вам ни был, он не знает вашей реакции. Полученная вами информация может стать разрушительной. Будьте с этим осторожны. Если вам понравился формат вопрос-ответ, на моем канале есть еще видео. Меня можно отблагодарить комментарием, лайком и подпиской. Спасибо.